Когда наскучила вязать классические какие-то изделия, то я обратилась к модельке Кокон. Довольно элегантная женственная модель, которая подходит как к юбке, так и брюкам, к высокой обуви, короткой обуви, грубым ботинкам. И всегда она смотрится элегантно и женственно. Главное посмотреть, в каком тоне, как расширить, до каких пор расширить, где-нибудь какой-нибудь узорчик приложить, и изделие облагораживается. Ну и, соответственно, выбор пряжи здесь. Пряжа должна быть такая, которая как будто обнимает. Ну, это как мне кажется. Конечно же, огромное спасибо Ольге Кондратьевой за ее видео. У нее кокон в 3 частях. И, как говорится, шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Вот я неоднократно прослушала, тогда я только поняла, как это вязать. А еще летом я начинала вязать кокон, он у меня не получился, потому что я же все понимаю, я же по картинке все вижу, в Инстаграм увидела картинки, начала вязать, а знаний-то не хватило. Ну вот теперь, когда я немножко набралась знаний, готова поделиться. Сегодня мы научимся вывязывать росток при вязании кокона, либо же реглана погона. Они практически одинаково, они очень похожи в вывязывании ростка при погоне, реглане погоне или коконе. Мы научимся сегодня вывязывать росток, ну и, собственно, как получить вот такое углубление, чтобы у нас, если прямую линию положить, да, чтобы у нас не был вырез каре просто. Вырез каре – это прямая линия, да? А так, чтобы нам было удобно носить, ну, это в виде лодочки, да, получается вырез. Я для основы взяла что? Когда мы вяжем полотнами, да, сшивными, отрывными, поворотными рядами, 1/3 часть мы здесь не трогаем и начинаем перед, как закрывать, 5 петель закрыли, ну, разрывая клубочек, да, одной нитью здесь, другой здесь, там, одновременно или врознь, это не важно. И начинаем закрывать 5 петель, 4, чем выше к плечу, тем меньше петельки, да, 5, 5, 4, 3, 2, 1, там, часто в конце уже 1, 1, 1, 1, но по-разному бывает. Спинка у нас намного выше, потому что должен быть росток, иначе изделие не сядет, да, ну, а точнее, если быть уж совсем точным, то вот здесь должны быть, ну, вот так вот, росток, да, вот, чтобы спинка должна быть выше, по идее, вот так. Ну, поняли, да, смысл? Как смогла, нарисовала. Ну и спинку мы, соответственно, делаем намного больше. Сначала здесь закрываем по центру и уже немножечко количество петель оставив равное, немножко здесь прикрываем. Вот по такому принципу я вот так вот сложила и поняла, как нужно вязать этот реглан. Это же тоже реглан, только здесь 2 линии. Когда я летом начала вязать, у меня не получилось. Почему не получилось, сейчас объясню. В обычном реглане мы прибавляем за 2 ряда, у нас 4 линии. И с каждой стороны мы делаем по 2 прибавки. 8 петель мы прибавляем за 2 ряда, через ряд, да? А в реглане погони у нас или в коконе 2 линии, и мы прибавляем, если через ряд, то это получится всего 4 петли. Вот надо, чтобы 8 получилось, прибавлять в каждом ряду. Вот в этом была моя ошибка. А так, получается, у меня все, ну как, на тот момент я правильно вывязала. Единственное, не села по плечам. Итак, смотрите, давайте рассмотрим, как это схематично выглядит. Позже мы с вами пройдем все это попетельно прям. У нас 2 линии реглана. Первое, в чем нужно определиться, это количество петель, сколько вам нужно набрать на горловину. Я думаю, мы это обсуждать не будем, тратить время на это не будем. Допустим, у вас 120 петель. Вы выделяете на регланной линии столько, сколько пожелаете. 1 петлю, 2, 3. Либо же, вот у меня в одном изделии 16, в этом, по-моему, 14 петель. Выделили, допустим, ну, условно ставим 2 петелечки. 120 мы отымаем 4 петли, это регланные наши линии, у нас их 2. Получаем 116 петель. Делим между спинкой и полочкой. 58. Если я ошиблась, это не беда, это всего лишь теория. 58. Дальше как я делаю? Я расставляю вот точки сзади, да, опять прибегаю вот к этим макетам, так сказать. Я для зимнего изделия буквально пару точек вот сюда ставлю. Вот смотрю на отвязанную горловину, да, я сделала фабричным краем. Я смотрю
Вот мне бы хотелось вот здесь вот углубить и вот здесь. Я буквально на глаз. Потому что, когда я делаю расчеты, мне они не помогают. Поэтому все на глаз. 2 и 4. Сюда ставлю аналогично. Зеркально 2 и 4. Дальше. Расставляя здесь точки, я иду шагами от меньшего к большему. 2 это как минимум, чтобы компенсировать на спинке. Допустим, 1, 2 ставим. Но аналогично с другой стороны. 1, 2. Далее 2 точки здесь, 2 точки здесь. Как бы взаимозачет. Дальше все другие точки. Это будут точки ростка. Вот мне нужно определиться, сколько у меня рядов нужно мне для вывязывания ростка. Я посчитала высоту, чтобы 3 сантиметра. У меня в 3 сантиметрах 8 рядов. 8 рядов это 4 точки. 8 лицевых рядов. И я добавляю, кроме этих двух, еще 4 точки. 1, 2, 3, 4. Не забываем, что 1/3 мы не трогаем, не заходим. И дальше расставляю от меньшего к большему, таким образом, чтобы уместилось и чтобы 1/3 не трогать. Можно заезжать сюда, но получится вот такая горловина. И я начала вязать одно изделие, у меня получилось вот так. На заметку взяла себе, у меня родилась там идея, она будет позже. Смотрите, значит, взаимозачет у нас прошел, и 4 точки, соответственно, сюда рисуем тоже 1, 2, 3, 4 точки. Это 8 рядов вместе с изнаночными, потому что сейчас это будут поворотные ряды. И я достигла свои 3 сантиметра. Вот это у меня и есть росток. Как вывязывается это все? Точка старта всегда находится до регланной линии, которая находится на левом плече. Если развернуть изделие, это левое плечо, это правое плечо. Точка старта всегда находится перед ней. Вот тогда прибавки будут равные. Так, от большего к меньшему 1, 2, ну, допустим, 3, 3, 4, 4. Или там 1, 2, 2, 2. Столько, сколько умещается, как вам нравится. Лишь бы уместите эти точки сюда, для того, чтобы вывязать росток. Запомнили, да? Компенсировали. 2 точки здесь, 2 здесь, а все остальные это уже вывязывание ростка. И начинаем кружить. Значит, точка старта до регланной линии. Тогда по окончании и перед замыканием в круг все прибавки будут равными. Сколько должно быть прибавок? Как себя проверить? 1, 2, 3, 4, 5, 6 точек у нас спереди. У нас аналогично с этой стороны 6. 6 точек умножаю на 4. Получаем 24 петли. Вот 24 петли прибавится к спинке после вывязывания ростка. 58 плюс 24 это у нас сперед. И 58 плюс 24 это у нас спинка. Вот такое количество петель должно у вас быть после того, как росток отвязан. Ну и для удобства я рисую себе лицевые ряды красненьким, а изнаночные ряды зеленым. Все позже я это покажу, как я это делаю. И мы вместе с вами свяжем начало вот этого изделия. Ну или какого-то другого изделия, да. Когда все точки расставили, вы определились, пересчитали все, убедились, что все прекрасно, 1/3 вы не трогали, и поехали вязать. Значит, первый ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый ряд. Как только точки закончились по спине, 5-м рядом мы уходим на другое плечо. 5-й ряд это вот эта точка первая, после регланной линии по переду. И начинаем здесь кружить то же самое. 5-й ряд связали, 6-й ряд изнаночный, 7-й ряд, 8-й ряд. Как только отвязали здесь, так, 6-й, 8-й, и начинаем, здесь 2 отвязано по 2, по переду, по спинке, и здесь по 2. Дальше мы начинаем просто от этой точки, вот вернулись 9-м рядом сюда, изнаночным пошли кружить сюда,
11 сюда, 12 назад, 13, 14, 15, 16. И таким образом мы вот сюда нарастили эти 8 рядов. Вот откуда наш росток. А теперь посмотрим, как это все на практике выглядит. Нечаянно файл улетучился, но мы можем повторить. В основу я взяла небольшое количество петель, у меня 92 петли для примера, и в регланную линию я отнесла по одной петельке. 92 минус 2 петли, 90 петель свободных. Делим их между передом и спинкой, и не забываем, что 1/3 мы не участвуем в расчетах, да? Ну, так как у меня образец, мне можно все. Я могу заходить на эту третью. Но, в принципе, у меня 1/3 сохранена. Итак, значит, что мы сейчас делаем? Мы будем делать прибавки в каждом ряду, как мы уже ранее обсуждали, да? И в лицевых, и в изнаночных. 1 петля в регланной линии, по 45 спинкой перед. Сейчас мы идем лицевым рядом. Это красный у нас. Вот здесь давайте помечу. Это лицевые ряды, это изнаночные ряды зеленые. Лицевым рядом идем сюда, возвращаемся, второй ряд сюда. 3-й ряд лицевой, 4-й у нас изнаночный. Как только вот эти 2 ряда отвязываем, мы идем к другому плечу. И еще такой момент. Росток. У меня здесь пряжа толстая, я решила сделать росток в 6 рядов. Это значит 3 точки, которые мы должны обязательно иметь, кроме тех, которые парные у нас. Вот эти взаимозачетные, я их называю, не знаю почему. После вот этих, если 2 и 2 есть спереди по спинке, то кроме них 6 рядов, это и углубление одновременно, и росток. Вот 3 лицевых ряда, а с изнаночными это 6 рядов. Получится 6 рядочков росток. Вот давайте посмотрим на практике. Передо мной регланная линия, 1 петля. Из протяжки я беру... Так, это первый ряд. Вот тяжеловато здесь найти какую-либо протяжку. Подхватываем. Серьезно тяжело ведь. Подхватила протяжку, провязываю скрещенной лицевой петлей. Это прибавка в сторону переда, да, проходим регланную линию. Она у меня будет изнаночной. Изнаночная. Так, все шуршит. У меня расставленные маркеры, они очень шуршат. С другой стороны мы тоже поднимаем правой спицы, накидываем на левую и провязываем скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Провязали. Это прибавка в сторону спинки. Дальше вяжем до первого маркера. Это наш первый ряд. Скинули маркер. Больше он нам не понадобится. Переворачиваемся на изнаночную сторону. По изнаночной стороне петли разворота как делаются? Немецкий способ укороченных рядов без дырочек. Да? Снимаем петлю и ниточку назад. Если мы по лицевой стороне разворачиваемся, значит снимаем петлю и ниточку вперед на себя двигаем. Да? Запомнили, по изнаночной стороне назад, по лицевой наперед, к себе, вперед. В изнаночном ряду иду, это второй ряд. Дошла до своей линии реглана. Нет, 1 петлю не дошла. Дошла до линии реглана. Вот моя петля линии реглана. Делаю точно так же прибавку, но только теперь скрещенная изнаночная. По-другому просто накидываю ее и за переднюю стеночку изнаночной провязываем. Сама петля регланной линии по изнаночной стороне. Еще одну петлю я должна прибавить после регланной линии. Это мы сейчас по изнанке, да? Тоже из протяжки изнаночной скрещенной. И идем до следующего маркера. 1, 2. 2, потому что у нас уже одна была, у нас отмечена как 1 петля здесь, да? Но мы же сделали прибавку, когда в ту сторону шагали, поэтому у нас здесь 2 петли. Все верно. Снимаем маркер. 2 ряда провязали, да? Возле одного плеча. Снова разворачиваемся. Вот лицевую сняли, ниточку на себя. Снова доходим до регланной линии.
Вот она у меня изнаночная. Делаем, так, перебежала. Снова делаем прибавки. Подняли, провязали. Изнаночная сама регланная линия. И снова из протяжки подняли, провязали. Это третий ряд наш сейчас. О, как у меня шуршит, невыносимо. Дальше я дохожу до следующего маркера. И у меня встречается сдвоенная петля. Сейчас я покажу, как ее провязать. Идем лицевыми петлями. И петля, которая у нас разворачивалась, она вот такая, как жучок. Мы ее провязываем просто слева направо. Подхватываем и провязываем. Классическая лицевая. Идем до следующего маркера по спинке. 2, 3, 4 петли. Все, на спинке больше нет у меня маркеров с одного плеча, с одной стороны, да? Это у нас левое плечо. Если мы носим изделие, это левое плечо. Относительно схемы, если мы смотрим, это правое плечо. А так вообще левое. Так, я подложу, потому что у меня стучит очень. И снова разворачиваемся и идем до очередного маркера. Развернули петлю. Не забываем по изнаночной стороне также делать прибавки возле регланной линии. И идем, и давайте отмечать. Мы были здесь, мы были здесь, мы были здесь. И сейчас мы идем изнаночным рядом четвертым вот в эту точку. Цифры у вас могут быть совершенно разные, да? Я в четвертом ряду сейчас по изнаночной стороне иду ко второму маркеру. У нас встречается вот эта сдвоенная петля. Вот так она выглядит с лицевой стороны. Тоже такой же жучок. Как мы провязываем по изнаночной стороне? Сзади правую спицу заводим сзади. Подхватили, да? И изнаночной петлей провязали. Доходим до следующего маркера. Мимо него не пробежишь никак. Тоже скинули. То есть мы по 2 раза провязали. По 2 раза дошли до одного маркера, до другого, да? Сюда, 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 сюда. Теперь пятый ряд. Разворачиваемся. Вот я развернулась, сделала разворотную петелечку. Пошла вязать дальше, не забывая делать прибавки по линии реглана. Да? Проходим всю спинку, делаем здесь также прибавки возле правого плеча и доходим вот в эту точку. Это у нас пятый ряд. Лицевые, красные у нас лицевые ряды. Да, мы нарисовали вот здесь. Лицевым рядом прохожу и встречаемся тут. По спинке, когда идем, вот эта сдвоенная петелька встречается. Мы ее провязываем как лицевой, ну как так же лицевой, как и раньше. Ничего нового. Шагаем аж до первой точки по переду. И потихонечку добрались вот в эту точку. Я прошла линию реглана, в которой сделала 2 прибавки до и после. И захватываем первую точечку, отмеченную маркером. Лицевую одну провязываю, маркер снимаю. Больше он не нужен. И отмечаем себе. Провязано. Идем изнаночным рядом вот в эту точку. К следующему маркеру. Не забывая также делать прибавки. Снова разворачиваемся. Изнаночными петлями идем до следующего маркера, не забывая сделать возле регланной линии по изнаночной стороне также прибавки. Шестой ряд. Мы дошли вот в эту точку по спинке. Дошли, сняли маркер, развернулись, сделали разворотную петлю, да? Лицевыми петлями пошли в 7-й ряд, вот в эту точку. Соответственно, потом точно так же 8-й ряд. И вот здесь вот встретимся в 8-м ряду. Так, это 6-й ряд, это 8-й ряд. Я надеюсь, вам видно. Самостоятельно. 8-й ряд к вам присоединяюсь. Сдвоенную, которая нам встретилась, провязываем изнаночной, да? Сзади подхватили. И захватываем последние 4 петли. 2, 3 и 4. По спинке последний маркер сняли. Разворачиваемся на лицевую сторону. То есть у нас провязано, как и
на левом плече тоже 2 точки спереди, 2 точки сзади. Что мы делаем теперь? Вот теперь мы будем наращивать росток и одновременно еще и углубляться. Теперь мы идем вот сюда. Это у нас 9-й ряд. Он у нас лицевой, да? Потом изнаночным рядом все разворотные точки я уже петли я показала. Потом идем в 10-й ряд изнаночным рядом. Разворачиваемся здесь, идем в 11-й ряд, разворачиваемся в 12-й, разворачиваемся лицевым рядом, идем в 13-й и по изнаночной стороне идем в 14-й ряд. То есть вот эти действия все одни и те же. То есть черные маркеры закончились, которые были парные. Парные имеется в виду со спинкой и передом пары. А вот по 3 маркера, да, вот как мы по 2 закроем, если это пары у нас. А вот эти точки, 3 точки, это у нас точки ростка. То есть я сейчас буду ходить сначала сюда по лицевому ряду, по изнаночной сюда вернусь. Развернусь к следующему маркеру по лицевой, по изнаночной. Еще раз развернусь по лицевой стороне, еще раз развернусь и окажусь вот здесь. Вот здесь с вами и встретимся. Не забываем делать прибавки в лицевых и в изнаночных рядах. Итак, допустим, отвязали. И видите, что росток у вас мал, допустим, да? Я просто сейчас не довязала 2 последних вот этих точки. То есть у меня всего лишь 4 ряда ростка. Если вы посчитали, что вам мало, просто берете отсюда и еще добавляете точки. Или вот оно провязано уже, куда-то между ними, например, вот развернулись, сюда дошли и сюда еще дошли. У вас на спинке появится еще 2 новых ряда. Таким образом можно откорректировать в момент вот вязания росток. То есть чем мне еще понравился этот реглан. И последнее. Смотрите, как себя проверять. 1, 2, 3, 4, 5. 5 точек умножаем на 4. Умножаем на 4. 20 петель прибавилось к переду и 20 петель прибавилось к спинке. И последнее, чуть не забыла сказать, как мы провязываем вот эту петлю, когда уже вошли в круг. То есть, когда мы все отвязали, мы поднимаемся сюда, точка отсчета начинается отсюда. То есть все, и все прибавки у нас одинаковые. Дальше мы начали новые ряды вязать, да, и вот в эту точку, вот эта точка провязывается по-другому немножко. Я вот в обычном ростке тогда забыла показать, спрашивали девочки. Вот она, сдвоенная эта петля, мы ее единственную провязываем за заднюю стенку. И чуть-чуть провяжу, да, посмотрим. Вот ее и не видно. Собственно, все, где развороты мы все делали, их вообще не видно. Ну, я думаю, я вам Америки в этом плане не открыла, да. Также и здесь другая пряжа, очень тонкая, очень нежная. Здесь тоже никаких разворотов не видно. Здесь их гораздо больше, но, как видите, все аккуратно. Это перед, по-моему. Вот здесь по переду мы разворачивались. Все чисто, все красиво. Я желаю вам самых красивых коконов. Ходите самые красивые. Будьте счастливы. С вами была Настя. Пока.